Всем привет! Паутина одолела. Прям здесь вообще зашла в парник, который большой, ну этот 8-метровый. Зашла, хочу огурцы выдрать. Вот они такие страшные тут стоят. Огурцы там хоть и висят, вот, но навряд ли, что их уже можно есть. Мне кажется, они уже просто одеревенели. Вот я сейчас займусь этой работой. Ой. Они такие... Не, я не хочу. Может быть, они вообще даже и подмерзли. Хотя не видно, но все равно. И перец вроде ничего не замерз. Перец есть. Красный и зеленый еще вот сколько. Но, знаете, портится. Не знаю почему. Вот еще перец висит. Хотя у нас уже практически зима. Вот еще столько перца тут. Да еще много перца. Там и зеленого еще много. Ну и вот такой есть. Вот смотрите. Вот. Коричневый становится. Вот этот кусок вообще надо весь выдернуть. Там по одной-две, наверное, нормальных, остальные уже какие-то гнилые. Блин, паутина вообще просто ужас. Даже вообще не пройти. Вот тут зеленый еще висит. Тут красного еще там много. Этот не буду пока убирать. А тут тоже вот какой страшненький. Вот даже какая фу. Это весь уже испортился перец. В общем, сейчас займусь. Это, наверное, все выдерну. Все, что вот такое. Помидорки мои, смотрите. Даже это... Ничего с ними не стало. Не замерзли, ничего. Можно даже будет... Ой, отваливается. Можно будет собрать и салатика сегодня сделать из помидор. То покупных как-то не хочется. Вот укроп у меня даже здесь вырос. Обалдеть. 2 штучки, правда. Но все равно приятно. И лук, главное. Вот. Это, наверное, который тогда что-то ему, наверное, помешало. Весной вот вырасти, летом. И вот он, наверное, сейчас. И вот тоже лучинка. И вот еще. Но у меня тут все уже, видите, вот засеяно горчицей. Такая густая. Но почему-то какими-то вот островами только. Вот тут вообще нет почему-то. Ну ладно, и так хорошо будет. Удобрение для парника. Такие у меня вот сейчас дела на ближайшее время. Потом вот там вот бочка, надо ее тоже сюда будет занести, к этой поставить и перевернуть. А то, знаете, боюсь, что она там потом треснет. Ну или мало ли что, в общем. Надо убрать ее будет. У нас сегодня погода такая более-менее. Но солнце светит, но пропадает. Сколько ж тут градусов? Вот. Градусов. Ну, где-то 17, 18, 18, да. Я еще сейчас дверь открывала, а то было еще, наверное, теплее градусов 20. Но это потому, что солнце светит. Ой, как только свои помидоры вкусно пахнут. Обалдеть. Потом, если буду делать, может быть, пирог сегодня с пюре картофельным и грудкой куриной, я тогда вам покажу. Я даже не знаю, как пирог он называется. Я его называю пирог. Но больше похоже, мне кажется, на запеканку. Ну, в общем, потом покажу вам, что буду делать дела. Потом увидимся еще. Целую тачку вот я нагрузила, даже сверху. Сейчас пойду вывозить. Но тут внизу не только с парника. Там еще у меня такая была маленькая кучка. Гортензии, пустырник. Все равно много. Огурцы вот убрала, веревки завязала. Вот перца столько еще оторвала. Ну, это который, знаете, который я убирала. Перец, само растение, на которое была одна, там 2 перчинки. И 8 штук вот оставила. А здесь, потому что тут еще много перца на перчинах, на самих. Поэтому эти оставила. И тут вот. И эту, и вон там. Там, по-моему, да, там 2, но они, знаете, такие хорошие. Так, сверху кажется, что мелкий, а на самом деле это крупный перец. Вот и тут еще. И все тут убрала вот, как могла. Ну, сам такую мелочь никак тут не уберешь. Помидоры пока не буду. Они там еще не все красные, но красные тоже надо убрать. И тут еще у меня мята, представляете, растет. Ну, точнее, она между давно тут растет, но я ее всегда выдирала. Тут вот осталось. Точнее, это уже новая выросла, которую я вырвала, а это вот новая уже. Можно чай попить с мятой.
Хотя у меня мята ферментированная есть. И еще сейчас пойду. Это сейчас все вот уберу, вывезу. Это снесу туда на веранду. И петрушки оторву и посушу. Хочу посушить, потому что у меня в морозилке нет места. Так бы, конечно, лучше ее не сушить, а заморозить. Но нет места вообще. Поэтому буду сушить. Так, вот я начинаю делать запеканка-пирог. Не знаю, как, в общем, кто как называет. Мы иногда называем запеканка. Ванька мне говорит пирог, поэтому не столь важно. В общем, порезала я картошку. Ну, не знаю, здесь 4 штуки было таких больших. Одна мне попалась в середине, там с дыркой я вырезала. Ну, не знаю, сколько здесь вот. Ну, вот так вот, немного. 4 штучки таких небольших картошки. Нам надо с нее сварить пюре. Половину грудки порезала. Тоже нам надо ее отварить. Практически до готовности. Я всегда делаю до готовности. Она от этого вкуса своего не меняет. Вот здесь половина грудки куриной. В общем, это пюре, а это отвариваем. Здесь я себе грею суп сырный. Вот вчера остался. Такой вкусный вообще. Вот я говорю, когда свои грибы, но не свои, а лесные. Аромат совершенно другой. Потому что обычно их нет, своих грибов. И делаешь или из вешенок, или из шампиньонов. Но вкус совершенно не такой. Лесные грибы — это лесные грибы. Аромат вообще обалденный, особенно от белых. Ванька вот вчера ел. Мы с Настей по целой тарелке съели. А Ванька, конечно, суп весь не съел, но грибы все выловил, что были. Даже там какую-то мелочь, и то все выловил. Любит тоже грибы, и мы любим. Ну и, конечно же, королевские грибы белые. Поэтому вкусно. Вот буду обедать. Навряд ли, что я съем все вот это. Еще и на завтра, наверное, останется. Потом дальше покажу, что дальше будем делать. Сейчас нам надо все это с вами отварить. Картофель отварился. Сейчас я буду его толочь. И грудка тоже вот готова. Лист я лавровый добавляла. Так, мне кажется, ароматнее, когда лаврушку прибавляешь. Но сейчас занимаемся мы с вами пюре. Добавляем сюда одно яйцо. Грамма 30 где-то сливочного масла и 3 столовых ложки муки. Я добавила вот яйцо и столько масла сливочного. Сейчас буду толочь. А муку добавляем уже потом, когда вот это все разомнем толкушкой. А потом только добавляем муку. Раньше не нужно. Муки я прибавила поменьше, где-то 2,5 ложки, потому что у меня здесь картошки меньше, чем положено. И прибавила еще черного молотого перца. Пюре наше с вами готово. Теперь приступаем к курице. Я ее очистила от костей, но там такие мелкие обычно на грудке попадаются. Сейчас это мы все измельчаем. Мясо я тоже разобрала, пока оставляем его в сторону. Дальше. Здесь у меня 2 луковицы средних на простом подсолнечном масле. Слегка обжариваем. Ну, не до полной готовности, но чтобы не хрустел на зубах, знаете. Помешали. Пусть еще дальше обжаривается. Теперь мы с вами берем миску. Любую, у кого какая. Такую, надо поглубже. Что мы сюда с вами разбиваем? 2 яйца. Так, 2 яйца. Их, знаете, надо вот слегка вот так вот размешать. Чтобы они не были потом у нас такими отдельными какими-то частями. Так, немного. Так, чуть-чуть размешали. Теперь берем сюда, добавляем сметаны. 2 столовых ложки. Раз. Сметана хорошая, у нас белорусская, густая. Так, 2 столовых ложки добавили. И сыр натертый. Ну, вот немного. Грамм 30. Такой слегка. Сыр можно брать абсолютно любой, какой у вас имеется в наличии. И вот так вот. Сейчас это мы с вами размешаем. Такой густоватый получается. Но это вкусная вот эта заливка в пироге. Но очень вкусная. Вот в пироге, в запеканке. Такая молочная получается.
Сыр у меня здесь римский, наподобие мраморного, знаете, но получше. Конечно, сыр совсем дешево брать не стоит. Он как подошва, ну никакого от него толка нет, тем более если заменитель молочного жира. Это вообще уже не сыр, а пародия на него, и тем более неудачная. Ну, так примерно размешали. Сейчас сюда еще соли чуть-чуть мы с вами прибавим. Совсем немного. У меня так глаза слезятся прямо от лука. Лук у меня такой в этом году уродился прям вообще очень острый. Но именно вот этот севок. Свой, который такой семейный, он еще более-менее. А вот севок какой-то злой совсем на меня в этом году. Так, и сюда мы с вами прибавим сейчас наше мясо. Мясо сюда вот прибавила. Теперь ждем, когда обжарится лук. И, знаете, слегка его охладим, чтобы он прям не обжигающий был. Ну, горячий, но не сильно. И сюда потом тоже его высыпем. Берем форму. Вот я масло налила подсолнечного. И сейчас по всей форме его распределю. Это у меня с той стороны. Вот это вообще этикетка. Никак, чем я ее не скребла, ну, никак ее не оторвать. А это уже масло не отмывается. Так что это с той стороны, не переживайте. Чистая у меня форма. В форму выкладываем пюре. И такие делаем, знаете, сами небольшие вот бортики. Не знаю, как показать, чтобы было лучше видно. Ну, вот так вот. Небольшие бортики делаем. В серединку, как уже понятно, мы будем выкладывать нашу начинку. У меня еще пюре там немножко осталось, но я считаю, что больше не нужно. Слишком толстая, чтобы одна картошка была, это тоже не очень. Лук пожарился. Сейчас вот остынет, ну, буквально 5-7 минут, и я его добавлю к нашей начинке. Лук немного остыл, я его сюда добавила, все перемешала, и сейчас мы с вами всю эту начинку высыпаем на пюре. Смотрите, какая уже красота получается. Вот. И сверху по всей поверхности распределяем сыр. Ну, таким тонким слоем, потому что сыр у нас уже в начинке. А чтобы была вот такая красивая еще корочка сверху, мы с вами еще и сверху насыпем чуть-чуть. Духовка у нас предварительно уже разогревается. Градусы от 190 до 200 примерно, вот так вот должно быть. И ставим пирог наш с вами на 35-40 минут. Пока у меня там в духовке стоит пирог, я тут делаю ОБЖ Насте. Им вот задали на все вопросы ответить вот на эти. Она на все ответила, на 6-й не знает как. Я ей говорю вчера, ну оставь, я посмотрю. Потому что ей сказали, если ответишь как бы и на 6-й, тогда будет 5 в четверти. Ну, у нее там 5, 4, а вот 5 одной не хватает, чтобы была 5 в четверти. Ну, вот не знаю, конечно, правильно я ответила или нет. Я сама тут что только сейчас не читала. Ну, вот написала, не знаю. Почерк, конечно, у меня тут не ахти, потому что у меня очень болит палец на руке. Прям никак он не проходит. Я уже и перекись, и пластырем клею, но ничего. Так что так вот сверху вот так начинала писать, но вообще было неудобно. И пришлось вот так писать. И вот еще у меня вот тут чуть-чуть еще написала. Ну, не знаю, я ей покажу, согласится она с этим или нет. Сама пусть думает. Пирог еще у меня сколько должен стоять? 12 минут и вынимать. 12, там 15 примерно. Окно даже открыла, так жарко. Вот на кухне жарко, потому что духовка работает. На улице солнышко светит. У меня уже 2 часа. Я вот даже не знаю, отдыхать никак не могу сесть. Обедала, пирог, туда-сюда. В общем, целый день опять все куда-то. Я вот ношусь. Белье сейчас стирается. Уже, наверное, машина полоскает. Тоже надо будет идти повесить. Что-то еще хотела делать. В общем, надо записывать. Голова уже садовая. Ладно, буду ждать Настю. Настя уже скоро должна приехать. Может, и не скоро. Поделаю пока еще дела. Пока никого не дома, никто не мешается. Вот такая получилась запеканка-пирог. Красота. И сбоку вот такой поджаренный.
красивенький. Сейчас буду резать и будем кушать. Кушать. Вот Я в только разрезе. сидеть буду смотреть Внизу вот мультик. слой картофельного пюре. Настя, И вот наша с вами Поставь мультик. начинка. Да, Вот у сейчас. Вани лучше видно. У него получше какой-то кусок получился, а у меня Я не буду. развалился. Смотрите на этого вредного чела. Что бы я ни приготовила, он всегда говорит, что он не будет. Что он не любит, не будет и так далее. А в садике ест даже тушеную капусту и гречку, которую он не любит. Открыли вот желе такое, которое вот я покупали. Ну, мы покупали. Уже такие брали. Ваньке нравится. Насте тоже он взяла. А с чем это у тебя, Настя? Маракуйя, что ли? Угу. Такой мы еще вроде не попадался нам. А у тебя с чем? Что это? Манго. Тут личи еще есть. Ну и там вот это, по-моему... Ой, забыла, как называется. А это ананас. Ананас, маракуйя. Еще одна маракуйя. И еще 2 личи. Так вот их потихоньку надо вот так вот доставать, вынимать и кушать. Ванька не доел, как обычно, а мы с Настей запеканку съели. Угу. Ванечка любит желе. Да, Вань? Я такое не люблю. Ну, вот в стаканах такие продаются вот в каких-нибудь магазинах, там в Пятерочке, Магните. Я вот еще поем. А вот такие вот в пакетах. Я же тебе говорю, вот давай я тебе сделаю. А вот эти я такие не люблю. Ну, не тронь ты бумагу, Вань. Какие интересные. Угу. Жуй, жуй. Мне почему-то кажется, что это как будто какой-то костный мозг. Собака, ты меня. Да, Вань, перестань. Угу. Что тебе, мало? Много. Будем с Ванчиком книжку разгадывать с наклейками. Такая она вот называется «Половинки. Фрукты и овощи». Вот, ну, понятно уже, что вот тут надо наклейку наклеить. Вот здесь сейчас посмотрим, как он. Давай, нет, вот тут возьми. У нас, как обычно, Ванька вечно надо самостоятельно, но Ну, получается в кривь и сквозь. Молодец, порвал. Вот нет, чтобы помогли, Вань, тебе. Ну, что ты такой вредный? Ваниль. Порвал и лук, и А ваниль? Ну, яблоко. И яблоко. сейчас мы с ним поразгадываем. Он любит наклейки всякие, там еще есть. Давай. Но это завтра. Хотя бы по Только одной по книжке имям. в день, потому что они Мама, 99 слушай. рублей стоят. И даже не в этом суть, а в том, что нет разных. Вот, одинаковые только. Поэтому, Я жду. может быть, где-то, если бы мы жили где-то там в каком-то большом городе, может быть, еще мы могли бы найти. Но у нас ничего нету. Неправильно, на грушу. Груша, груши, а не яблоку. Только ровненько клей, ладно? Вот, молодец. Чуть кривовато, но более-менее сойдет. Настя у нас сегодня на раздаче сидит. Банан. Банан. Молодец. А мне тут все хорошо приклеил. Угу. Вань, не надо стучать. И порванное яблоко. Ну, давай приклеивай. Половинку яблочка. Ну, правильно, правильно, клей. Сейчас дорвешь ты до конца. Пусть так уже будет. Вань, ты не ответил на вопрос. Какой из этих фруктов твой любимый? Сочная груша, сладкий банан или румяное яблоко? Ну, у тебя же есть язык. Да. Ну, и так и говори словами, а не пальцем тыкай. Что это ты показал? Какой у тебя любимый фрукт? Что, Как это называется, Ваня? Груша. Ну, так и говори, груша. Давай дальше. Так, что тут у нас такое? Как ты думаешь, какой из этих фруктов самый кислый? Апельсин, лимон или персик, Вань? Самый-самый кислый какой? Как он называется? Апельсин. Нет, апельсин оранжевый.
А вот этот как Лимон. называется? Молодец, правильно. Этот еще кислый. Да почему? Апельсин, ну, попадается кислый. Ну, а так-то апельсины должны быть сладкие. Да? Ваниль? Вань, ну не стучи. У Ой, нас это уже не 8:30. Ой, какой красивый апельсин. Долька прям апельсина. Хорошие книжки. Но я говорю, что нет вообще никакого выбора. Совсем. Посмотрите, сосоника такие. Одна книжка, допустим, ну, один вид Вот как. книжки. И, ой, как хорошо приклеил, молодец. И их 10 штук, допустим. Другой 10. И всего-то там наименование, не знаю, ну, 5, может, от силы. И то навряд ли. Штуки 3, наверное, разных было. и всё. Вот. Ой, какие красивые персики. Обалдеть. Так, тут что у нас написано? Из граната, винограда и абрикоса, как и из многих других фруктов, получается вкусный сок. А какой сок нравится тебе, Ваня? Нет, не обязательно из этих. Просто вот какой твой любимый сок? Яблочный, который прозрачный. Ванюн. Я люблю с мякотью. Ты Ваня? Да. А, Вань, какой сок тебе нравится больше всего? Мне нравится ягодный микс. Там, где ежевика, это малина. Вот. Вань, ты можешь это рассказывать нам, Вот. а не показывать пальцами? Вот я хочу послушать, какой тебе нравится сок. Нет, как называется он? Еще мне нравится Как он виноградный. называется, Ваня? Не знаю. Так тебе же всегда нравился грушевый. Я же тебе говорю, не обязательно, который здесь. Ванька отвлекся. Какой-то там мультик идет. Ой, про собаку. Собаку-каратиста. Ладно, будем мы дальше клеить, а то мне так неудобно. И если не выйду больше в эфир, значит, всем спокойной ночи и до завтра.